Привет, гильдия! Очередное дополнительное задание в архипелаге Золотое Яблоко. Ну, чтоб вы не скучали, когда думали, что прошли уже все. Для начала нам нужно будет отправиться, ребята, вот на вот этот островочек и найти там ворона. По ходу действия мы откроем минимум, по-моему, 6 сундуков, и в конце, выполнив задание, нам дадут возможность еще залутать роскошный сундук. Поэтому камни истока мы пофармим. Ну и прочие штучки. Поехали. Кстати, проще всего вот на этот остров будет добраться вот от этой лодочки. Ту-ту-ту. Погнали. Здесь находим вот эту вороняку. Начинаем диалог. Можно его сразу скипать. Ля-ля-ля-ля-ля. В пещере. Прум-прум-прум-прум. Короче, нам сейчас нужно будет спуститься в пещеру и навешать люлей. Та-та-та-та. И после этот ворон нас будет сопровождать по кусочкам карт, собрав которые, мы как раз таки придем к тому, чтобы забрать нашу главную награду. Роскошный сундук. Поехали. Том, да-да-да-том. Тикс. Тикс. Вот тикс. Ну и фаталити. Отлично. А, еще живой. Ты посмотри на него. Сахароза моя машина. Тынч. Здесь уже можно либо залазить, но проще запустить ветряной поток. И вернуться к вороне. Это же ворон? Да, это по-любому ворон. Вновь продолжаем с ним диалог. И он нас отправит на саму вот эту горочку. Теперь уже можно отслеживать задание. Главное найти вот эту статую, чтобы его вообще запустить. Ну, а дальше шуруем, куда нас направят. Собирая нашу карту. Чтобы, кстати, открывать там сундучки, там небольшие будут головоломки. Главное, чтобы вы знали, что на этом островке это задание можно активировать. Сразу активируем, поговорим с ним немножко. Так, вот он нам показал горочку, и нам как раз-таки нужно к этой горочке сейчас отправиться. Вызываем волноход. И плывем к ней. Показали, главное, вот эту. Обойдем ее справа и повернем обратно налево. Но капитан Вороньих авиалиний говорит, что нужно не к самой скале непосредственно, а оплыть правую из них. То есть это прям важно, ребят. Так что плывем правой. Вот где вот у нас ворона это сидит. Оплываем ее. И уже плывем к ней. Видите, скалу впереди, да, эту. Обойдем ее слева. Ее уже оплываем слева, как и нам и рекомендуют. Та-да-дам. Так, теперь через скалу впереди, да, мы налетим на нее. Скала впереди. Но не бойтесь, мы в нее не врежемся. Она должна, по идее, исчезнуть. О, отличненько. Так, поверните направо и идите к той небольшой скале. Понял, принял. Как маячок, он у нас, когда телепортируется, он загорается. То есть мы можем с тем резкий поворот налево, и мы врежемся прямо в туман. По этому маячку определять наше направление. Прямо в туман. Так, почти на месте, осталось обогнуть риф слева и повернуть направо. Оплываем его слева, как нам и говорят. Ну и заворачиваем направо. И вот куда он тпшнулся теперь? Загадка. Ну ладно, поплывем дальше. По-моему, надо было вот на тот островок. Ту-ту-ту-ту-дум. Ворон, засланец. Дезинформировал. Ту-ду-ду-дум. Да, нам нужен вот этот маленький камешек. То есть поворот направо, но не направо. Почти прямо плывем. Та-ра-та-та-там. Так. Отлично, видите, большую тень в отдалении. Это остров, который вы ищете. Большая тень в отдалении. Которую не видно пока что. По-моему, просто плывем в туман.
Во, нашел. Нам нужен вот этот остров. Он, кстати, есть на карте вот здесь. Тум-тум. То есть Ворон, по сути, нас просто пропускает сквозь туман. Кто застал первый архипелаг Золотого Яблока, там была подобная механика, но мы с помощью там факелов проходили. Так, найдите поблизости подсказку о местонахождении сокровищ. Первая подсказка найдена. Карта составлена пиратами Акодомеки. Секрет того, что где спрятано. Короче, это тоже не сильно-то важно. Скипаем диалоги. И наслаждаемся процессом. Тум-тум. Так, они разделились. Сокровища, подсказки. Поехали уже. Та-та-та-том-том-том-том. Да-да-дом. Ну а пока мы скипаем, ребята, забегайте к нам на стрим. Теперь я их могу проводить ежедневно в 4 часа дня по МСК на нашем стримерском канале. Ссылка будет в описании. 31 камней истока мы заполучили. Теперь наше задание разделяется на еще 4 дополнительных. И, в принципе, можно начать с первого. В поисках сокровищ остров Пудинга. Нет, это финальный будет. То есть нам нужно пройти сейчас вот эти 3. Собрав все фрагменты, мы можем пройти уже 4. Ладно, поехали. Да-да-да-дум-тум-тум-тум. Значит, нужно нам отправиться вот сюда. Капец тут плыть. Ладненько. Поговорим пока о погоде. У кого еще дожди идут? Эх, почему в лайв режиме, когда записываешь, нельзя перематывать? Ну, пока. Переходим также к следующим, не менее важным новостям. У нас в магазине нашей гильдии появилась первая пока что дизайнерская работа от нашего согильдейца Джинни. Ссылка на магазин также будет в описании, ребята. Работа ее будет сразу первая на главной страничке, так что оцените. Если понравится, будет очень клево. Девочка будет только рада. Плюс, если у вас есть творческое рвение, можете поработать там также дизайнером. За каждую продажу дизайнерской работы, которую именно вы создали, 5% идет к вам. Пользуйтесь. Ну, а если просто хотите что-то приобрести с символикой гильдии или связанное что-то с Genshin Impact, то вы там найдете точно. Там 1500 работ уже выставлено. Так что дерзайте. А мы продолжаем. Попав на вот этот островочек, здесь нам нужно просто разделаться со слаймами. Бадабум. И второй фрагмент мы тоже забираем. Сам покрывает деревья в красных листьях. Печально. Это будет, в общем, подсказки, как нам по итогу найти еще дополнительные фрагменты. 2 их будет всего. Чтобы потом... Что не отслеживается? Забрать наш роскошный сундук. С обеих сторон горы покрывают деревья. Да, мы в курсе. Увидите разрушенный мост. Дойдите до ущелья. Короче, мы это пока пропустим. Да-да. Следуйте указаниями, сделайте так, чтобы на горах слева и справа от вас появились красные деревья. Затем идите по маршруту, указанным на карте. Дойдите до пропасти между горами по сломанному мосту и найдите подсказку о местонахождении сокровищ под деревом с красными листьями. В общем, оставим это на самый последок. Ну, чтобы уже не разделяться. Пойдем сделаем еще в поисках сокровищ опасный остров. Найдем сразу уже все фрагменты, чтобы было проще потом ориентироваться. А не бегая к каждому отдельно. Нам нужно... Ох, сколько нам нужно плыть-то. Ядрить, смотрите. 600 метров. Ладно. Надо было хоть плейлист какой-нибудь хуеверсовский включить. Однако. А то их что-то последнее время не слушаю, а они все публикуют, новые песни и публикуют. Точнее, музыку. Извините. Погода прям как у меня сейчас в Краснодаре, ребята. О, прям клевая. Правда, временами ливни идут. Вообще нежданчиком. А в целом прям все круто.
Та-та-да-та-тум. Ну, еще немножечко проплыть осталось. Тарадум. Ну и, кстати, кто не знал, за обмен лодками в кооперативном режиме вы получаете достижение скрытое. С лодкой, кстати, по-моему, 3 или 4 достижения есть. Та-да-дум, тарадум. Здесь нам нужно попасть в пещеру и найти вот эту каменную насыпь. Вот, с помощью чувства стихии она сразу высвечивается. Тупо ее ломаем. И еще забираем один фрагмент. Еще одна подсказка. Просто если мы пойдем сразу за главными подсказками, их по итогу не будет. Отправляйтесь на риф опасного острова и поищите подсказки, которые могли оставить пираты. Ладно. Погнали, делаем еще один шажочек. Так, надо отсюда вылезти. Однако. Где я лодку припарковал? Вот она, наша подсказочка. О, на небосводе. Плывем теперь к ней. Там будет небольшой островочек. Вот где мы найдем еще один фрагмент. Там фарватера, чтобы найти подсказку о местонахождении. Вот это небосвод, слушайте. Хочу такой же в реале. Кто наблюдал северное сияние? Ребят, скажите. Северное сияние красивее? Там. Вживую я ни разу не видел, если честно. Но хотелось бы увидеть. Думаю, там реально можно прям подзалипнуть. Кстати, сейчас посмотрим, как это будет вообще в целом на карте. Где этот камешек у нас находится? Ага, где-то вот здесь. Тарадум. И вон я уже вижу сундук. Замечательно. Так, отличненько. Этот мы этап тоже выполнили. И еще 30 камней истока. Этого уже 60. Не считая награды за сундуки. Там тоже у нас камни истока. Так. Переходим к следующему этапу. Изломанный остров. Здесь тоже будет подсказка. Которую нам нужно будет потом активировать. И опять плыть, ядрить, матрить. Ладно. Что поделать? Камни истока требуют жертв. Ведь они еще та красота. Однако. Эх. Понеслась. О, влияние острова сильно уменьшилось. Думаю, окружающие воды скоро снова станут. А, это типа еще продолжение задания основного. Ладно. Весь регион это может быть очень опасное место, будь осторожен. Да я мега осторожен. Ты не поверишь, насколько я осторожен, Пайман, отстань. Тарадам. Ведь реально жизнь есть для риска, а в игре нужно быть осторожным. Да, я странный. Продолжаем. Блин, ну релаксовая музяка, однако. Здесь. Тарадам. Кстати, чуть не забыл. У нас, если мне не изменяет память, еще 16 августа появится дополнительное мировое задание на архипелаге. Сейчас оно недоступно, но просто держите это в уме. То есть почти под самое окончание летнего ивента появится еще одно задание. Разрабы, короче, не дадут. Точнее, дадут на некоторое время, но очень стараются, чтобы мы не заскучали. А там уже, глядишь, через пару дней и выход Сумера. В общем, здесь нам надо тоже сломать печать, чтобы забрать сундучок. Для этого вот эту штуку сразу поворачиваем на вот эту штуку. Эту штуку поднимаем максимально вверх. Здесь у нас пока все по феншую.
Тут тоже все по феншую. Надо направить вот этот вниз. И этот, естественно, развернуть на сам сундук. И пойдем уже мякнем по гитаре. Если я сделал все правильно, сейчас эта штука снимет печать. Я сделал все правильно. Забираем еще один фрагментик. И еще 30 камней. Столько, итого уже 90. Теперь у нас остается остров пудинга, загадка. Для этого мы отправляемся к нему. Можно было вообще его оставить напоследок. Ну да ладно. Здесь, ребята, нужно, как указано в описании, выставить 2 зеленых острова. То есть это у нас получается... Меняем место расположения и выбираем второе и второе. Дальше отправляемся уже на сам остров. Хорошечно. И здесь просто сигаем вниз вон к тому красненькому деревцу. У меня тут сундуки повсюду валяются. Завтра на стриме будем бегать по островам и лутать их. Ух, у меня уже больше 200 куток. Я к хоме готовлюсь основательно. Вот наша первая подсказочка. Забираем ее. Подожди, пока листья станут красно-желтыми. И причальте к острову с запада. Вы увидите башню, следуйте по тропе вверх. То, что вы ищете, ждет вас в конце. Что, переводя на простой язык, нужно, короче, вернуться обратно. И уже выставить вторую гору, гору, которая справа, на непреклонный камень. Вновь возвращаемся на наши скалы. И здесь уже просто шуруем за наши геомонументы. И вот он, мостик, как и обещали, с нашей очередной подсказкой. Отличненько. По факту мы уже выполнили все, что нам нужно для того, чтобы забрать роскошный сундук. А это еще 40 камней. Итого 130. Почти крутко. За 10 минут. Я вам скажу, довольно-таки неплохо. Так, все траектории были изучены, и нам нужно попасть в центр. А именно от этого острова приплыть вот сюда, где все заштриховано. То есть где пересекаются все областя. Так. Все фрагменты собрали. То там мы, конечно, молодцы. После этого отправляемся вот на центр. Нам понадобится опять волноход. Еще 30 камней. Уже 120 и 100... На крутку хватит, ребята. По итогу мы 170 камней получим. Откройте карту и следуйте подсказкам. Где я, короче, и так в курсе. Поехали. Нам нужна лодочка. И плыть нужно в направлении вон тех вихрей в воде. Ворон. Что это вообще? Что это? Кто это? Плывем прям строго между ними. Нам нужно найти пузырик. Вот этот. Подплываем поближе, пока не появится кнопочка взаимодействовать. Ну или исследовать. Исследуем, появляется гриб. И, ребята, осталось прям совсем немножко, чтобы мы залутали наш сундук. Я когда так прыгаю, чувствую себя Халком. Да ну тебя в баню. Ну-ка давай назад. Да неправильно. Халк немножко промазал. Бывает. Еще пару прыжочков. И мы уже почти... Да. И мы у цели. Делаем красивый скриншотик. Спасибо за подписочку. И забираем наш клад. И в принципе все. Дополнительное задание мы прошли. 170 камней истока
тумбе. Мы получили, поэтому можно крутануть. Надеюсь, эта круточка будет у вас мега счастливая, и вы получите казуху или клей, а лучше их сигну. С вами был, как всегда, Дед, ваш гид по игре Genshin Impact. Всем хорошего дня и до встречи. Не забывайте про стримы. Теперь они ежедневно на площадке Трова в 4 часа дня по МСК.